Приветствую, друзья! Примерно год назад мы с вами уже рассмотрели беспроводную и весьма внушительную по мощности колонку Halo 100. Время идет, а интерес к данной модели не спадает, поэтому в компании Tronsmart решено было выпустить ее обновленную версию Halo 110. Изменения есть, их вполне достаточно, но и звучит колонка заметно интереснее своей предыдущей инкарнации. В остальном та же защита IPX6 до 18 часов работы, поддержка AUX и флешек, светомузыка и стильный такой строгий дизайн. О ней сегодня и говорим. Собственно, поехали! Пришел аппарат в немаленькой такой коробке с изображением непосредственно героя обзора, микрофона и перечнем основных достоинств модели, из которых можно выделить 60 Вт мощности, защиту по стандарту IPX6 до 18 часов работы от одного заряда, наличие подсветки, приложения с эквалайзером, а также возможности подключить к колонке микрофон, превратив ее в эдакую караоке-систему. В комплект нам положили набор документации, небольшой по длине AUX кабель, ровно такой же USB на Type-C и тот самый проводной микрофон с несъемным кабелем. Микрофон активный, корпус выполнен из пластика, а головка представляет из себя поролон под металлической сеточкой. Для нужд караоке годится, а большего от него и не требуется. Сама Halo 110 на вид почти как Halo 100, однако визуально она чуть выше, изменился порядок следования кнопок на блоке управления, появился вход под микрофон и, на удивление, исчез твиттер. Да, теперь у нас не 3, а всего 2 полосы активных динамиков. Я и сам не сразу заметил такое обновление, но считаю, что это даже на пользу. Слишком уж выделялась у Halo 100 высокочастотная составляющая. Теперь же высокие отыгрывают 2 среднечастотника, следовательно, они стали чуть мягче и вдобавок ко всему разделились на левый и правый канал. Бас по-прежнему играет в моно. Ручка стала чуть толще и, как мне кажется, немного изменился материал. Сам корпус матовый пластик, а спереди защитная решетка, под которой видны все 3 активных излучателя. 4-й пассивный направлен, как и в прошлой модели, назад и не имеет явного вывода наружу. Сзади под резиновой заглушкой расположился AUX-вход, слот под карту памяти, USB-порт для флешек, кнопка сброса, Type-C порт для зарядки устройства, а также микрофонный вход и соответствующий ему регулятор уровня. Снизу 4 резиновые ножки, а сверху производитель разместил блок управления на прорезиненной основе. Из важного здесь кнопка, переключающая режима подсветки, она же отключает ее вовсе, кнопка для переключения режимов работы, Sound-Pulse, стереопаринг, плюс и минус, отвечающие за громкость и переключение треков вперед-назад, и кнопка паузы. Все просто и, как говорится, предельно наглядно. Заряжается аппарат примерно 5,5 часов, после чего способен отыграть около 18. Однако имейте в виду, что это значение на 50% громкости и без подсветки. Если вы любите, как говорится, наболтать еще и со светомузыкой, будет значительно меньше. Воды устройство не боится, из кодеков поддерживается привычно уже только базовый SBC. Имеются небольшие задержки при воспроизведении, то есть это явно не игровой девайс, но и в простое слышен шум работающего усилителя. Посредством фирменного приложения здесь можно обновить прошивку, настроить автоотключение, отрегулировать громкость, выбрать один из 4 пресетов эквалайзера или же покрутить его самостоятельно, переключить режим работы, настроить сопряжение, выбрать режим подсветки и, судя по всему, добавить баса, верхов и реверберации на сигнал микрофона. Играет она действительно громко, однако в данном смысле от сотой версии почти не отличается. Для совсем уж большой вечеринки она не подойдет, но среднюю комнату прокачивает, да и для шашлыков она, вот прямо то, что нужно.
По подаче же, на мой вкус, с функцией Sound Pulse звучание становится намного интереснее. В исходном состоянии звук слишком уж пресный и нейтральный по своему характеру. Лично мне в нем не хватило, так сказать, экспрессии и музыкальности. Бас заходит очень глубоко, прямо аж до ощущения вибрации. На середину не наползает, верха тут комфортные, не пытаются резануть или как-то акцентировать перкуссионную составляющую. Ну и середина в меру разборчивая, детальная и достаточно выразительная. Слушается это приятно, но ощущение прямо-таки дорогого звука лично у меня не сложилось. Впрочем, с тех пор, как прибрали верха, особых вопросов к звучанию я больше не имею. Нормальная колонка для средней руки меломана. Все нюансы слышны, баланс частот выдержан, эмоции аппарат более-менее передает, бас качает, а большего здесь и не нужно. Я почти всегда оставляю режим Sound Pulse включенным, с ним даже подкасты слушать интереснее. Разборчивости хватает, да и артикуляция на вполне достойном уровне. По измерениям я переснял график Hello 100, поскольку использую новый микрофон стандарта EEC 60318-4. Так вот, отличия у ревизии хотя и прослеживаются, но они, так сказать, в нюансах. В целом стало немного ровнее, но по большому счету ничего не изменилось. Импульс все такой же быстрый, фаза гуляет, а искажения, наверное, из-за того, что сам процесс перенес на деревянный стол, стали достигать 9%. Это, конечно же, много, однако сама поверхность стола отдавала значительными такими вибрациями и слегка звенела. Так что, как для такой мощности, все это в пределах нормы. Тем более, что измерения я снимал на 98% из 100. Подробнее, бас здесь вполне очевидно выражен, верха немного ослаблены, а серединка относительно ровная. Ну а если вас что-то в такой настройке не устраивает, добро пожаловать на закладку эквалайзера в фирменном приложении. Суммарно, беспроводная колонка Tronsmart Hello 110 весьма добротно сделана, неплохо выглядит, имеет защиту от воды IPX6, 60 Вт мощности, встроенный в приложение эквалайзер, светомузыку и реально достойное время автономной работы. Для среднего размера зала или вылазок на природу большего и не надо. По звуку же здесь действительно качающий и не наползающий на середину бас, чуть прижатые верха и достаточно разборчивая, в меру детальная серединка. Естественно, это не уровень Hi-Fi, но довольно-таки интересно. От предыдущей версии каких-либо тотальных отличий я лично не заметил, так что менять 100 на 110 особого смысла нет. Да, микрофон для караоке тут есть, и это действительно здорово, но я вне всех этих движений, так что с ним вам придется экспериментировать самостоятельно. А на этом, друзья, у меня все. Это была беспроводная колонка Tronsmart Hello 110. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!